на говоря, с Ростова не похож? Похож? Всем привет, это канал Loud Sound, и мы продолжаем нашу рубрику новостей. Как они меня тогда подкололи? По-моему, рубрику, да, я сказал? И мы продолжаем нашу рубрику новостей, и это наш 4-й выпуск. Беспредельщики. Витя Моц и Тёма снова беспределят с семеркой не Loud Sound. Команда DevBones строит новый громкий проект. Саша Гребенников ставит полтонны звука в двенашку. Готов сводный календарь соревнований различных форматов. И конечно же Лада Гранта Анжелики Мисс СПЛ. А сейчас мы перемещаемся к еще громкому проекту в город Орел. Саше Гребенникову и его лютой двенашке. Блин. Ну не совсем лютая, но тоже хорошей. Тачка находится более 6 лет у Саши, и в ней было перепробовано куча фирм и железа. Стоял и Pride S15, и Scar 18, и 9 Уралов в оформлении гроба САП. А на этот сезон оформление гроб остается, но меняется сабовое звено на Aura C124. Аурия. По усилителям будет стоять 4 штуки Уралов 4000.1. По фронту же будет стоять рупора. У них название пи***ц, конечно, но я лучше почитаю. Твиттера будет стоять STB401 8 штук. Серединок SM A654 MKLL 8 штук. И еще одних середин SM C804 MKLL 8 штук. Аура, придумайте нормальные названия, реально язык можно сломать. Тачка строится как повседневный шоу-кар и будет выступать на соревнованиях формата DB Track и возможно еще RBR. Но осенью прошлого года была куплена еще одна тачка. Это Нива Данилы Сорокина, которая ездила на самом громком железе в мире. Не забывайте, что самые громкие это мы. Она уже частично разобрана, было снято старое оформление Banpass 4 на 1212 и будет переделана под стену ФИ на 4 пятнахи либо 812. Также усилятся двери, торпеда будет переварена металлическими профилями и фанерой. Правда, в этом сезоне мы ее вряд ли увидим, дай бог, чтобы она к концу этого года собралась. Но самое прикольное даже не сами проекты, хотя и они в принципе заслуживают внимания, а то, что Саня очень активно продвигает автозвук. Он является организатором внутренних соревнований у себя в городе, а я скажу, это не очень просто. Последние 2 года мутят вот такие вот прикольные кубки. Даже их соревнования показывали по телеку и посещали такие знаменитые спортсмены, как Андо. Настало время модных советов. В этом сезоне в моде снова тренажки, но почему-то многие трэшмейкеры об этом не знают и следуют трендам прошлого года. А в прошлом году было модно делать что-то с семерками. Но многие ребята не поняли, что для успешного проекта в семерке надо было просто зарядить себе камнем в лоб. А некоторые натворили столько трэша, что даже сам Гараж 54 в ахуе. Мы все придумали сами. Однако есть 2 парня, которые превзошли все эти проекты, кроме Сашиного, конечно. Витя Моц совместно с Тёмой Loud Sound, а как теперь называть Тёму? Тёма или Тёма Альфард? В очередной раз мутят беспредел со своей семеркой. Но перед тем, как рассказать о новом ихнем беспределе, давайте пройдемся, что было до. Цель этой покупки была для того, чтобы показать, как можно построить стену бюджетными средствами. А вернее даже не так. Делаем, да, видеоответ Loud Sound, у него что же семерочка. Правда, начало этого проекта было не совсем бюджетным. В нее был установлен 21-дюймовый сабвуфер Апокалипсис. Ну да, ребят, 21 САП, Нео, мы не удержались и поставили его с Витей в машину. Вот. Кстати, надавили они с него тогда 155 дБ. Так это было не на подготовленной машине. Как говорит сам Витек, Будет бюджетная стена, собранная на бюджетных компонентах, на бюджетных стройматериалах. правда, их быстро захейтили, Вот так, блин. потому что система получилась нифига не бюджетная. Хотя, чё вы бомбили? 80 тысяч для стены, я вам скажу, это в принципе очень дешево. Но ребята пошли дальше, они построили стену на 40 тысячах. Но это еще не все. Чтобы продемонстрировать, насколько виброизоляция виброизолирует, ребята решили поставить эксперимент. Симулировать низкочастотные вибрации. Эти отморозки завибрировали автомобиль не внутри салона, как в принципе делают нормальные люди, а снаружи. Для того, чтобы продемонстрировать работу виброизоляции и как не работает мозг. И
нахуярили ее по полной программе молотом и не только. Туда полетели еще и сабы в ход, и трубы. Причем сделал это Витя с разбега в прыжке похлеще, чем в начале нового клипа Жахалиба. И еще подписчику досталось от души. Два дебила, это сила. Ну а сейчас мы покажем кадры, которые автолюбителям лучше не смотреть. У нас в «семерочке» будет новый фронт, как вы думаете? Сколько пар? Тём, покажи дверь. Что по фронтам, пацаны? Я думаю, тут уже комментарии излишни. Хотя... У кого есть фронт, который на 180 градусов открывается? Ни у кого. Да ладно. И открывается вот так автомобиль. Что теперь будет стоять в самой «семерке», они пока и сами не знают, поэтому следите за их каналом. Я думаю, там будет на что посмотреть, ведь в «Автозвуке» такого еще не было. Короче, колхоз. Самый популярный соревновательный формат DB-Drag выложил сводный календарь соревнований на 2018 год. Таких форматов как АМТ, Раска, Эма, DB-Drag и Russian Bass. Сами соревнования начнутся 21 числа апреля месяца в городе Волгоград. И открывать сезон будет формат РБР. А закончится 23 сентября в Ростове. Закрывать его будет DB-Drag. Посмотреть все даты и города, где будут проходить соревнования, вы сможете в группе DB-Drag. И следующий, ну очень жесткий проект, это инкассаторская тачка Ford Лехи Бульдозера. Саму автозвуковую карьеру Леха начинал еще в 2012 году, и первая его тачка была Saab, которая строилась совместно с автозвуковой студией Jukebox, которая стояла 4 восьминахи в стене, Герцес Спейр Шоу, и уже в то время она давила 159 дБ. Кстати, после этого став чемпионом России формата Эма стена. Но буквально на следующий год был куплен еще один проект, о котором вы по-любому слышали. Оранжевый Dodge Ram, который был куплен у Гриши Кашина. Здравствуйте. В ней тогда стояло, вы можете себе представить, 30 12-дюймовых сабвуферов Скаров. Также 6 усилителей, 16 плит XS. Короче, там реально было пиздец. Но спустя 3 года этот проект был успешно продан Медведем. Есть еще один проект, это киксовский Saab. На нем за 2 сезона было поменено 3 оформления. Стояла и стена на 9 двенашках, и Банпас 4 на 6 пятнашках, и Банпас 6 на 10 пятнашках. Кстати, именно на Банпасе 4 был поставлен рез 161 дБ на 28 Гц, но был также благополучно продан, и Леха перешел в команду DevBonds. Я не знаю, как они в такую маленькую тачку собираются запихнуть столько железа, но в ней будет стоять по фронту 4 пары DevBonds MX80, 2 пары T35, 8 штук сабвуферов 318 DevBonds, 24 пары MX60, еще 10 штук рупоров T35, еще 10 штук драйверов. Короче, там реально пиздец. Но что мне лично понравилось, там будет стоять 6 штук мидбасов Бразилия. Что прикольно, один только мидбас по заявке 2,7 киловатта. На данный момент этот проект строится, поэтому пожелаем удачи пацанам до стройки этого проекта. Ну и, конечно же, отправляемся в Новокузнецк, к нашему ангелочку автозвука, Анжеле Мисс СПЛ. Здорово, пацаны! Анжела покоряет успешно высоты, это Мисс СПЛ. Но кто же ты? Мисс СПЛ покажет класс, всех мужчин обгонит раз. В автозвуке высший бас, набирает на запас, ставит в рот свой крутой таз. Громкость для нее это экстаз. Это ужасно. Сама по себе Анжела очень хороший человек, добрая, милая, всегда на позитиве. Только в прошлом году она завоевала 3 первых места в DB-Drag и АМТ, 2 вторых места и 1 третье. Чемпионка Сибири, я вам скажу. Кстати, у нас же есть басик, а у нее... Опа! Где брови? У него должны быть брови. Я даже уже шутку с Тиграном придумал. Кстати, игрушку эту ей подогнал герой наших прошлых выпусков, главный трэш-блогер. Миша М. Какие трэши только могут быть у меня на канале. Короче, я хочу вот этого шкета подарить очень известной в Сибири блогерше. Она королева Урала. Это Анжела Макарова. Блин, а вот это ты красавчик, Мишань. Реально уважуха. И его... Погоняла
Это Шкет, настоящий сибирский парень. Анжел, лучше его Стасом назови, там уже хоть есть за что. Хорошая же шутка. Но вернемся к тачке. Черная Лади Гранди. Совсем недавно был установлен новый фронт на компонентах Урал. Что-то много Уралов, да, у нас развелось. Там установлено 3 пары двадцаток, 2 пары середин, Патриот 165 и еще 4 рупоров, Патриот 60 Neo. Также подъехала пара сабвуферов Ультиматум и уже запилен коробок под трубу. Играет, я скажу вам, неплохо. Как неплохо. Супер! Анжел, так это и есть самое главное, когда кайфуешь от своей системы. Вот если ты, да-да, именно ты, кто сейчас смотрит этот ролик, если ты построил систему, которая тебя полностью устраивает, и неважно, бюджетная она или топовая, я тебя поздравляю, ты пришел к идеальному звучанию. Это был канал Loud Sound. Надеюсь, вам обзор понравился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик. Короче, вы сами знаете, что вам делать. А я с вами прощаюсь. Всем пока, живите громко.